Вилки или шпильки могут быть самой разной формы. От самых маленьких, сделанных своими руками, спица согнутая, или таких крупных, жестких. Главное, чтобы соблюдалась жесткость. Или таких универсальных, которые имеют отверстия и могут регулировать необходимую нам ширину между вилками. От самой узенькой до самой большой. Хорошо закрепляется. Также фиксируется нижняя часть. И можно приступать к работе. В зависимости от ширины вилки и выбранной нами пряжи, также нужно регулировать толщину крючка. В первой части нашего мастер-класса рассмотрим один основной способ вязания на вилке. Вы увидите, как меняется ажурная лента только лишь за счет изменения ширины вилки и использования различной пряжи. Для начала возьмем тонкую хлопковую нить и вилку шириной 3 см. Работая, вилку держим в левой руке, а нож, то есть крючок, в правой. Почти как в этикете. Делаем первую петельку и обкручиваем нить вокруг правого стержня вилки. Постарайтесь вязать по центру. Продеваем первую петельку, подтягиваем к центру. Теперь провязываем столбик без накида, удерживая крючок по центру. Переводим крючок назад за стержень и поворачиваем вилку. Крючок всегда должен работать впереди, а нить сзади. Заводим крючок за крайнюю нить, вытаскиваем рабочую, на крючке сейчас 2 петли. Далее провязываем столбик без накида. Снова заводим крючок за вилку и поворачиваем по часовой стрелке. При повороте вилки образовываются вытянутые петли. Схема вязания та же. Поддеваем рабочую нить под крайней и провязываем 2 петли. Таким способом можно вязать как один столбик, так и группу столбиков, захватывая каждый раз одну и ту же нить. Чтобы снять готовую ажурную ленту, ее нужно просто стянуть с вилки. Теперь возьмем вилку пошире, 8 см. Вязать будем ленточной пряжей, смещая центр вязания. Начало стандартное. Делаем петлю, обкручиваем вокруг правого стержня, но провязываем петлю не по центру, а ближе к стержню. Центр смещен, и мы получили асимметрию в рисунке. Если вам неудобно заводить крючок за вилку, можно его снять и снова продеть в петлю, уже за стержнем. Работа с вилкой лишь кажется замысловатой поначалу, достаточно разобраться один раз и почувствовать простоту такого вязания. Даже освоив один единственный способ, вы получаете разнообразие за счет пряжи. Вот как выглядит на вилке фантазийная пряжа с маленькими квадратными вкраплениями. Они образуют на вытянутых петлях свой произвольный узор. А вот вариант вязания на очень широкой вилке с использованием пряжи с бахромой. Совершенно другой эффект. Сравните, как выглядит на вилке толстый велюр и очень тоненький меланжевый мохер, образовывающий нежные переходы оттенков. Мы связали образцы в одной и той же технике, используя единственное отличие. Вязали ленту по центру со смещенным краем, смещение вправо-влево. Остальные образцы отличаются только фактурой. В зависимости от толщины вилки и пряжи отличаются своим качеством.